Зашел на украинский телеканал ICTV, и они начали мочить Надежду Савченко. Они мочат ее, она агент ФСБ, понятно. И вчера целовали в пупок чуть ниже и сзади, а сегодня уже мочат, и сегодня уже рассказывают о том, что это все агент Кремля, короче. Ну и меня присовокупили, и, знаете, записали в когорту рупоров Кремля. Это крайне интересно слышать на телеканале Пинчука, который является зятем Кучмы. Ну, то такое, знаете, как всякое бывает, как говорится, в общем-то, захотели мочить героя Украины, пускай мочат, особенно если разнарядка дана. Я о другом. У них еще разные всякие интересные передачи выходят. О себе я не буду, пусть будет так, как есть. А вот про жену Путина, Путин и Кабаева, история любви или принуждения, тут не рассказать просто грешно. Начинаем. Та чи дійсно рішення про розірвання шлюбу було за взаємною згодою? Ми попросили фізіогноміста проаналізувати це відео. Они всерьез анализируют, правда ли то, что решили разорвать брак и Путин, и его жена, уже бывшая, поэтому обратились к физиогномисту. А он сейчас расскажет, что Путин улыбается нижней частью лица, а значит не все так чисто. Дружина була ініціатором, виходить, його розлучення. Тобто вона його продавила, вона його проламала, і йому це не подобалося, він цього не хотів. Він хотів, щоб далі так і рухались взаємовідносини. Как это круто, ну это сходу, просто круто. На украинском телеканале обсуждают взаимоотношения Путина с его бывшей женой. Ну там видно було по реакції. По міміці, по жесті, як вона посміхається, як в нього посмішка йшла донизу, як йому це не подобалося, як він зглатував, як він однією частиною обличчя балакав до справи. Видите, он сглатывал, то есть тут явно видно, что она была инициатором разрыва. И это очень интересно украинскому телезрителю. И я, знаете, всегда уходил от таких вот определений, но мне кажется, что для украинских телеканалов Путин все-таки бог. Увесь світ бентежило питання, чому ж Людмилі не припав до душі статус першої леді країни. Тогда весь мир волновал этот вопрос, практически вопрос номер 1 в мире был, number one. Во всех изданиях об этом писали, все об этом рассуждали, сушили голову. А украинский телеканал в 2016-м решил вдруг это обсудить. Причем с привлечением таких интересных специалистов. Такой уж он человек, с очень сильным положением Марса. Но после купания его Марс обычно чуть меньше, чем обычно. Это всерьез на украинском телеканале обсуждается, что положение Марса у Путина свидетельствует о том, мне кажется, им надо отдельную ввести рубрику, не надо передачу, но постоянную рубрику «Пу-пу», «Пуки Путина». Это должен выезжать вместе с Порошенко навстречу к Путину, хотя Порошенко же никто не берет. В общем, кто-то там вместо Порошенко, кто за нас решает, должен выезжать с таким, знаете, своего рода сомелье. Он должен ходить и сзади принюхиваться к Путину, а потом об этом можно делать передачу. Будет пользоваться спросом, то есть успехом. Здавалося б, усі змирились з розлученням очільника Кремля та його дружини. Ну как это все смирились с его разводом? Телеканал ICTV до сих пор не может смириться. Аж поки минулого року інтернет буквально вибухнув сенсаційним інтерв'ю Людмили Путіної німецькому виданню, в якому вона заявила, що її чоловіка давно вбили, а замість нього країною правлять двійники. Подождите, это интервью Людмилы Путина немецкому изданию, это ж фейк, вонючий старый уже баянистый фейк. Інформація виявилась фейковою, проте користувачі почали порівнювати фото Володимира Путіна. Одну секунду, если это фейковое интервью, то зачем вы о нем упоминаете? Я скажу зачем, знаете как, ложечки найдутся, а осадочек останется. Ну теперь про детей Путина, про 3 детей Кабаевой. Більше того, у пресі стверджують, що Аліна Кабаєва народила 3 дітей від Володимира Путіна. Кабаева родила 3 детей, как сообщают СМИ, и они решили спросить у астролога, а правда ли, что эти дети – дети Путина? Тут есть один небольшой нюанс. А какие эти дети? Когда они родились, эти дети? Что это за эти дети? Но они спрашивают у астролога, потому что украинские астрологи – это, я вам скажу, не шутки. Тож ми запитали у астролога, чи дійсно ці діти від російського президента? Судя по их астрологической карте, это все-таки дети Путина. Мы не знаем, когда они родились, но это дети Путина, потому что астрологическая карта так говорит, а карта не соврет. Бандеровский астролог! Ну а второй специалист уже рассказывает, что Кабаева скоро сопьется. Это может привести и к депрессии, да, и к убеганию со стороны Кабаевой. Кто-то убегает в сумасшествие, кто-то в алкоголь, кто-то в саморазрушение. А я надеюсь, что Кабаева убежит в Украину, и мы тогда дадим ей целую область, сделаем ее губернатором. Ну а в лучшем случае даже премьером. Премьерихой. Следующая передача. Веня в теме. Зачем в России красят асфальт?
это украинские телеканалы начинают вводить вот такие вот такие рубрики, знаете, типа смешно. Это должно быть смешно. Там можно так подписывать. Это должно быть смешно. И вот здесь вот Веня в теме. После первых пары передач его обвафлили в комментариях, поэтому комментарии теперь там закрыты. Не пытайтесь ничего Вене написать. Но про покраску асфальта это очень интересно. Послушайте, в России красят старый асфальт под новый. В сети появилась видеозапись, как в российском городе Курск вместо укладки нового асфальта красят старый. По-моему, это очень смешно. Это не очень смешно. Это просто оборжаться как смешно. Это просто какой-то угар. Я животик сейчас надорву от смеха. Вот они как раз таки смех наложили, показали это видео. И видео на самом деле такое смешное. Что-то мне подсказывает, что в России больше не будет выборов президента. А зачем? Просто Путина будут перекрашивать, да и все. Если вы думаете, что вот этот вот неудавшийся клоун сам это выдумал или нашел где-то на задворках, так вы сильно ошибаетесь. Об этом сообщила целая «Медуза». Вот «Медуза». В Курске старый асфальт покрасили под новый. И видео в доказательство. О! Красит асфальт, точно! Диви! Микола! Позови Миколу! Все сюда, хлопцы! Асфальт красят! Смотрите, как смешно! Весь хутор зовите, вместе посмеемся! Вот, смотрите, уже так делали. Они уже красили асфальт. Где они красили? Во Владивостоке. Еще в 2014 году. Вы представляете, какие потемкинские, понимаешь, асфальт? Видите, красят. Но тут написано, что рабочие покрасили асфальт битумной эмульсией, которую шокированные студенты приняли за черную краску. А, так это не просто краска, это какая-то битумная эмульсия, по всей видимости, какие-то новые разработки. Ну, не то чтобы новые, но разработки, инновационные технологии. Смотрите, о, покрашенный асфальт, зовите сюда быстро журналистов с «Медузы». Быстрее, хлопцы, тут так смешно, смотрите. Инновационные технологии, красят, смотри, дурачок, вата, ой, не могу. Посмотрите, уже покрасили. Что ты стоишь со своей бочкой? Ой. Это же так смешно. Ну так смешно. «Медуза», мне кажется, знаете, первоначально такая была острая еще, могла ужарить. А сейчас немного скисла. Вот тут еще можно посмеяться. Защита асфальта в городе Сочи. Красит, смотрите. Какая защита? Что ты его красишь? Ой, не могу. Вата просто. А тут вот смотрите, можно еще поржать над американцами. Смотри, американский ватник. Ой, я не могу уже. Смотри, Обамка, видно, приезжает, смотри, на дачу к кому-то. Красят асфальт, точно красят. А вот еще одни американцы. Смотри, точно. Байден обещал приехать, поэтому красят асфальт. Ну и, конечно, есть американские компании, которые предлагают эту защиту для асфальта. Это круто считается. Да, пацаны, зовите срочно «Медузу». На крайний случай ICTV. Веню вот этого смешного. Смотрите, асфальт красят. Вот придурки. И если я такого не видел, значит такого нет, и это очень смешно. И все зрители посмеются вместе со мной. Но он дальше пошел. Слушайте, так теперь горнолыжный курорт в Сочи можно сделать круглогодичным. Просто траву в белый цвет красить, да и все. Не, ну а что, землю же зеленый красят. И здесь он показывает видео, как красят траву. Да, тот самый баянчик. Вот сейчас вот просто в порядке бреда. Не удивлюсь, если в России начнут косить траву хоккейными клюшками. Этот вброс сделал в свое время российский блогер Варламов. Но потом я объяснил и российскому блогеру Варламову, и всем украинским СМИ, которые это понесли, что это называется гидропосев. И в принципе, в некоторых местах об этом уже знают, скажем так. Нет, даже скажем не так. В некоторых местах об этом еще не знают, что есть такая технология, что не обязательно вот так вот высаживать, а есть гидропосев. Это типа, развитие технологий, там, знаете, вот идет там, наука идет вперед. Технология гидропосева уже несколько лет применяется в Америке. В России с ее помощью делают газоны в Москве, Волгограде и Астрахани. В России делают газоны, а у нас смеются зато над вами. Смеются, понятно? В России есть над чем посмеяться, но я не могу понять, почему наши
пробитые и отбитые находят темы, которые разоблачить, расплюнуть. И когда они смеются над тем, что, в общем-то, обычно, знаете, в свое время я слышал, что дикари смеялись над галстуками. А еще в детстве смотрел фильм, так там бай такой сел типа на трактор и начинает его нагайкой стегать, а остальные еще смеются, что трактор не ест траву. Это был Анатолий Шарий. Мне плевать, как вы меня называете. Я себя называю натягиватель лживых СМИ. Пока!